Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить вот такому вот популярному красителю от Elan. Elan Professional Line– это молодой украинский бренд. Он был создан в 2015 году. Создатели бренда– это сестры Елена Курчина и Анна Кравченко. Название бренда Elan состоит из двух первых букв имен создательниц Елена и Анна. Первой разработкой данного бренда как раз и стала гель-краска Elan, о которой сегодня и пойдет речь. На сегодняшний день под маркой Elan выпускается достаточно широкая линейка продуктов. Туда же входит их новая разработка. Это краситель для бровей. Он называется Smart Brow Tinting System, в который входят два графичных оттенка: теплый коричневый, холодный коричневый и два цветовых бустера. Этот краситель имеет другой состав, отличный от гель-краски, и их нельзя смешивать, но бустеры можно использовать с гель-краской тоже. Бустеры также можно использовать и с красителем других марок для коррекции цвета, что делает их универсальными и популярным продуктом. Хочу немного рассказать, что вообще представляет из себя марка Elan. В линейку бренда, кроме красителей, входят вспомогательные средства для окрашивания бровей и ресниц. Популярные из них такие, как Detox Mousse для очищения кожи, волосков перед окрашиванием, флюид-фиксатор цвета для бровей и ультрамариновая пудра для осветления бровей, тоник с охлаждающим эффектом, бро-эликсир. Это такое ухаживающее средство для бровей, можно использовать даже при окрашивании, если кожа сухая и шелушащаяся. Еще я бы сюда включила эксперт-систему для удаления краски с волосков бровей. Оно называется Brow Decolor. Это что-то типа кислотной смывки, чтобы вы понимали. Еще в состав бренда Elan входят средства для ламинирования ресниц и бровей, кисти для макияжа, косметические средства и различные аксессуары. И еще отдельно хотела бы отметить интересную новинку. Это тонирующие маски для бровей. Это был такой краткий обзор марки, а сейчас уже давайте перейдем непосредственно к гель-краске Elan и поговорим еще немного о бустерах, концентратах. Итак, гель-краска Elan– это перманентный безаммиачный краситель гелеобразной текстуры. Он идет на основе этаноламина. Он является высокощелочным красителем, за счет чего оставляет яркий след на коже. Он содержит высокий процент парафенилендиамина, но, конечно же, это значение находится в допустимых рамках. Краситель работает с 3% окислителем. В состав красителя входят ухаживающие компоненты, такие как гидролизованный шелк, масло органы и экстракт алоэ. Краситель идет в форме саше и продается комплектом вот в таких вот коробочках. В комплект входит инструкция: 10 саше по 5 грамм с красителем, 10 саше по 5 грамм с окислителем, 5 саше по 5 грамм с кремом на основе масла органы, ремувер для снятия краски с кожи, аппликатор и мерная ложечка. Также сейчас появился в продаже окислитель для гель-краски Elan в баночке. Я знаю, многие жалуются, что использовать краситель в саше неудобно, но я думаю, что это было сделано потому, что краситель очень быстро окисляется в открытой таре, и то, что его разбили на саше по 5 грамм, это продлевает срок его использования. Гель-краска Elan включает в себя 3 оттенка. Это черный, темно-коричневый и светло-коричневый. Скажу сразу, если вы хотите использовать Elan в работе, то вам придется приобрести все 3 оттенка, так как черный тоже участвует в колористике, и его необходимо использовать в миксах. У гель-краски Elan простая и понятная колористика. Она основана на 3 базовых цветах. Это желтый, красный и синий. Понятное дело, что коричневый оттенок состоит из этих 3 цветов в разных пропорциях, но преобладание какого-либо из этих оттенков дает нам доминирование одного из этих цветов. Также это определяет температуру этого оттенка. Соответственно, у Elan 3
оттенка. Это черный, здесь преобладает синий пигмент, темно-коричневый преобладает красный пигмент и светло-коричневый преобладает желтый пигмент. Итак, давайте уже рассмотрим подробно оттенки гель-краски Elan. Первый оттенок это 01 Black, черный. Это насыщенный черный оттенок. Он идет на фиолетовой базе, холодный оттенок. Он тоже участвует в колористике. В зависимости от времени экспозиции может давать на волосках оттенок от холодно-серо-коричневого до насыщенного черного оттенка. Дает сильное затемнение волоса. В чистом виде можно применять для окрашивания бровей брюнеток, холодных и темных шатенок. Еще данный оттенок хорош для окрашивания ресниц. Это, пожалуй, самый насыщенный черный оттенок, который только можно найти. Также этот оттенок хорошо работает в миксах. Его можно использовать для ухолоднения оттенка и углубления тона. Его можно добавлять от 5 до 10% в микс. Следующий оттенок это 02 Dark Brown, темно-коричневый. Это коричневый оттенок на красноватой базе, в отличие от Dark Brown от бронза, который идет на зеленоватой базе. Это красивый оттенок, имеет нейтральный подтон. В зависимости от времени экспозиции может затемнять волос от 5 до 3 уровня глубины тона. Дает сильное затемнение волоса. С течением времени этот оттенок вымывается в теплый оттенок на коже и волосках. В избежание этого вы можете добавить к основному цвету каплю оттенка 01 Black. Если наоборот нужно утеплить, либо высветлить тон, то можно добавить от 10 до 30% оттенка 03 Medium Brown в микс. Также можно использовать цветовые бустеры для коррекции температуры оттенка. Оттенок Dark Brown в чистом виде подходит для среднего и теплого шатена, темно-русого оттенка. И последний оттенок это 03 Medium Brown, светло-коричневый. Это светло-коричневый оттенок с желтоватым подтоном, теплый оттенок. Не сильно затемняет волос от 8 до 6 уровня глубины тона, в зависимости от времени экспозиции. Этот оттенок также вымывается в теплый красноватый рыжий оттенок на коже со временем. В избежание этого можно добавить каплю оттенка 01 Black к основному цвету, либо использовать цветовые корректоры, если нужно дополнительно утеплить, либо ухолоднить тон. Оттенок Medium Brown в чистом виде подходит для натуральных либо теплых блондинок, русых, рыжих и светлого шатена. Существует несколько хитростей при работе с гель-краской Elan. Это такие, как для равномерного окрашивания без пробелов и пятен важно хорошо подготовить кожу перед окрашиванием. Перед окрашиванием кожа нуждается в хорошем очищении и отшелушивании. Краситель требует очень плотного нанесения. Необходимо, чтобы гель перекрыл все проплешины, ямочки и просветы. Гель-краска Elan требует точного нанесения, так как работает быстро и очень стойкая. Советую делать разметку перед окрашиванием. Для более правильного и качественного окрашивания начинать окрашивание бровей стоит именно с тех мест, где есть проплешины и не хватает волосков. Гель-краска Elan хорошо окрашивает кожу по пудровому карандашу. Окрашивание получается в этом случае ярче при долговременной укладке бровей, ламинировании бровей, либо после осветления волосков на бровях. Рекомендуется брать светлее оттенок и уменьшать время выдержки в 2 раза, дабы не перетемнить волос. Еще есть метод окрашивания бровей с добавлением крема с органовым маслом. Его используют также во избежание затемнения волосков после ламинирования, долговременной укладки бровей, либо после осветления волосков. Для получения рабочей смеси для окрашивания нужно смешать краситель, окислитель и крем с органовым маслом в следующей пропорции. 1 часть красителя, 1 часть окислителя и 4 части крема с органовым маслом. Под кремом с органовым маслом я, конечно же, подразумеваю крем с органовым маслом, который идет в комплекте с красителем. Окрашивание на коже не будет графичным. Время экспозиции уменьшают в 2 раза.
Интенсивность окрашивания на волосках и на коже зависит от времени выдержки. Скорость окисления красителя на бровях строго индивидуально. В среднем составляет 7-10 минут. Для легкого окрашивания, для блонда, например, окрашивание можно выдержать 4-5 минут. Но важно следить, начался ли процесс окисления рабочей смеси или нет. Если снять краситель слишком рано, то вы рискуете получить зеленые брови. Для завершения химической реакции и для стабилизации цвета рекомендуется использовать флюид-фиксатор цвета Color Fix. Еще особенностью гель-краски Elan является то, что если при окрашивании вы получили холодный оттенок, то он в любом случае со временем становится теплым, вымывается в теплый оттенок, но данная проблема характерна не только для Elan, такое же происходит с другими красителями, такими как Livsim, Tuya и многими другими. Это такая особенность красящих пигментов, входящих в состав красителя. Если волоски на бровях растут неравномерно и в каких-то участках гуще, обычно это бывает на теле брови, то на данных участках можно снять краситель раньше, чтобы избежать затемненных участков и получить более равномерное окрашивание. Наряду с этим можно использовать прореживание волосков брови на подобных участках. Также интенсивность окрашивания кожи зависит от толщины эпидермиса. Чем он толще, тем интенсивнее проявляется окрашивание и тем дольше держится на коже. Многие бровисты заметили тот факт, что чем меньше вы держите краску, тем холоднее отпечаток на коже. Например, если среднее время выдержки красителя 10 минут, то если снять краситель на 7-й минуте, оттенок будет холоднее. Но будьте осторожны с этим методом, потому что если снять краситель слишком рано, то оттенок может сильно уходить в зелень на волосках и на коже, так как химическая реакция не произошла полностью, и, естественно, отпечаток на коже будет светлее, чем вам нужно. И время выдержки на разных бровях может значительно отличаться. Скорость прохождения реакции может зависеть от температуры помещения, температуры кожи и pH кожи клиента. Нужно индивидуально отслеживать интенсивность окрашивания у каждого отдельного клиента. Для этого рекомендуется через 5-7 минут проверять интенсивность окрашивания путем отодвигания краски в начале брови. Еще стоит помнить тот момент, что после стабилизации цвета, после смывания красителя, отпечаток на коже и волосках становится темнее. Если вы боитесь перетемнить, то стоит снять краситель раньше на 1-2 минуты, чем вы предполагаете, либо выбрать оттенок светлее. Соответственно, чем дольше вы держите краситель, тем оттенок будет более насыщенным, глубоким, но и более теплым. Еще хочу отдельно осветить метод, когда играют с пропорциями красителя и окислителя в рабочей смеси. Этот метод придуман самими бровистами, его можно назвать таким своеобразным лайфхаком. Мне тоже стало это интересно, и я решила изучить этот метод. Каждому красителю всегда идет инструкция по использованию, где указана пропорция смешивания красителя и окислителя. Для Elan это соотношение 1 к 1. Как мы уже знаем, если руководствоваться этим методом, чем больше мы берем окислителя, тем оттенок будет более холодным. Чем меньше мы берем окислителя, тем оттенок теплее. Для своего эксперимента я взяла стандартную пропорцию. Смесь это 1 к 1, смесь, где в 2 раза больше окислителя, и смесь, где окислителя в 2 раза меньше. Давайте непосредственно пройдемся по оттенкам, какие у меня получились в результате. Сначала рассмотрим оттенок 01 Black. Как можно увидеть, смесь, где больше окислителя, дает оттенок с явным преобладанием фиолетового подтона. В свою очередь, смесь, где меньше окислителя, дает тепло-коричнево-желтовато-красный оттенок и самый яркий отпечаток на коже. Давайте посмотрим, какие оттенки получились на прядях. Большее количество окислителя дает зеленоватый подтон, и можно заметить, что при одинаковом времени экспозиции оттенок светлее и менее насыщенный. В свою очередь, меньшее количество окислителя дает оттенок уже с красноватым
под тоном. И здесь та же самая ситуация, оттенок светлее и менее насыщенный. Далее рассмотрим оттенок Dark Brown. Как можно увидеть с большим количеством окислителя оттенок на коже дает зеленоватый подтон. Такой же зеленоватый подтон он дает и на прядях. Как и в первом случае, оттенок светлее и цвет менее насыщенный. Оттенок же с меньшим количеством окислителя дает тепло-коричнево-желтоватый отпечаток на коже. Такой же оттенок он дает и на волосках, но оттенок получается светлее и менее насыщенный по цвету. Далее рассмотрим оттенок Medium Brown. С большим количеством окислителя этот оттенок дает холодный зеленовато-коричневый отпечаток на коже и светло-коричневый с зеленоватым подтоном на прядях. Оттенок на прядях менее насыщенный и более светлый, чем стандартный. С меньшим количеством окислителя оттенок дает ярко-желто-коричневый оттенок на коже и рыжевато-светло-коричневый оттенок на волосках. Оттенок также светлее по уровню глубины тона, чем стандартный микс. Как я уже упоминала, в инструкции гель-краски Elan пропорция смешивания красителя идет как 1 к 1 для получения рабочей смеси для окрашивания. Других пропорций в инструкции не указано, и это означает лишь одно, что производитель гарантирует безопасность и берет на себя ответственность за аллергические реакции, раздражение кожи и другие возможные проблемы и гарантирует успешные результаты только в том случае, если вы соблюдаете заявленную в инструкции технологию окрашивания. В противном случае, если вы это не соблюдаете, то вы берете ответственность на себя. Поэтому помните об этом. Давайте все-таки разберем, что же происходит, когда вы нарушаете технологию смешивания красителя и окислителя. При разработке определенного красителя производитель закладывает определенный pH-баланс отдельных компонентов смеси красителя и окислителя. При смешивании их в определенной пропорции происходит прохождение химической реакции. Во время химической реакции pH-баланс меняется, и при достижении определенного уровня идет открытие кутикулы и правильное окисление красящих пигментов. Реакция проходит в щелочной среде и может достигать от 9 до 12 уровня. Выше 12 уровня уже идет разрушение кутикулы. Что же происходит, когда вы меняете пропорции красителя и окислителя? Вы меняете pH-баланс готовой смеси. В зависимости от этого вы изменяете условия прохождения химической реакции, так как окислитель имеет кислую среду, у Elan pH окислителя это 1, а красителя pH 9, то есть щелочную среду. То есть, если вы добавляете больше окислителя, то вы сдвигаете химическую реакцию в кислую сторону. Если меньше окислителя, то больше в щелочную сторону. Это означает то, что это изменение может дать более агрессивную реакцию на волоски и на кожу, что в свою очередь может спровоцировать аллергию, раздражение и ухудшить состояние волоса. То же самое происходит, когда вы используете неродной окислитель. Помните об этом. Далее хочу вам рассказать о технике окрашивания гель-краской Elan. Для того, чтобы получить равномерное окрашивание на двух бровях, я советую наносить краситель фрагментарно. Например, сначала наносим на нижнюю линию брови и на хвостик брови одной брови, либо начинаем с той зоны, где меньшее количество волосков, либо есть проплешины. Потом переходим на другую бровь и повторяем то же самое. Затем переходим на первую бровь и наносим краситель уже на тело брови и на верхнюю линию. То же самое делаем на второй брови. Затем заполняем начало брови и далее подправляем, если вы где-то вышли за контур. Стираем начало брови сухой ватной палочкой, затем подчищаем влажной ватной палочкой через 3-4 минуты после начала окрашивания. Затем берем скошенную кисть и растушевываем границу кистью у начала брови, штрихующими таким движением. Как бы стягиваем краситель с тела брови на начало брови. Выдерживаем время экспозиции, затем смываем краситель.
Далее хочу рассказать вам о возможных миксах гель-краски Elan. Хочу отметить, что у гель-краски Elan простая и понятная колористика в линейке оттенков всего 3 цвета, каждый из которых создан с преобладанием одного из базовых цветов синего, красного и желтого. И на основании знаний о том, из чего состоит естественный пигмент меланин, естественный пигмент волоса меланин, как вы уже знаете, меланин состоит из двух компонентов. Это эомеланин и феомеланин. Эомеланин – это продолговатые гранулы черно-синего цвета. Основная их задача – придание волосам уровня глубины тона, сокращенно УГТ. Чем больше эомеланина в волосах, тем они темнее, а значит темнее и УГТ. Этот вид пигмента хорошо обесцвечивается под действием осветлителей. В свою очередь феомеланин – это пигмент, состоящий из крупных гранул красно-коричневого цвета и отвечает за оттенок натуральных волос. Этого пигмента в волосах намного больше, чем эомеланина, и полное его удаление из волос под действием осветлителя невозможно, так как это может привести к полному разрушению волоса. Явное влияние феомеланина заметно при обесцвечивании волос, когда проявляются нежелательные оттенки, рыжина и желтизна. Феомеланин отвечает за фон осветления. Наверняка вы все слышали этот термин. Исходя из этих знаний, мы понимаем, из чего состоит цвет волос. Он также состоит из 3 базовых цветов: синий, красный и желтый. И на основании этого строится понимание колористики красителя. Еще в данном видео я хочу показать, как работают в миксах корректоры, бустеры. Новинка от Elan Orange и Indigo. Итак, первый микс, о котором мы поговорим, это микс 0,3 Medium Brown и 0,1 Black в соотношении 90 к 10%. В результате мы получаем холодный пепельно-русый оттенок на коже и волосках. Этот микс немного углубляет тон под действием оттенка Black. Этот оттенок подходит для холодных блондинок, холодных и русых девушек. Количество черного оттенка можно варьировать от 5 до 10%. Большее количество, конечно же, я не рекомендую добавлять, потому что оттенок Black очень активен и может сильно затемнить волос. Также он может дать нежелательный зеленый оттенок. Следующий микс – это микс оттенка 0,3 Medium Brown и 0,2 Dark Brown в соотношении 70 к 30%. Данный микс дает нам углубление тона 0,3 Medium Brown, и мы добавляем красный подтон к конечному цвету. Этот микс подходит для рыжих, если нужно углубить тон, либо для теплого шатена. Уровень глубины тона он дает нам на 5-6 уровне. Следующий микс – это микс оттенка 0,3 Medium Brown и 0,6 Indigo в соотношении 95 к 5%. Концентрат Indigo идет в чистом виде как темно-синий насыщенный оттенок. В данном миксе он корректирует желтый подтон и немного углубляет тон. В итоге мы получаем холодный русый оттенок и небольшое углубление тона. Но хочу заметить, что это не то же самое, как микс с оттенком Black. Не стоит добавлять концентрат в микс более 5%, так как вы рискуете получить неестественный сине-зеленый подтон. Данный микс подойдет для холодных блондинок, для холодного русого типажа, для темного русого оттенка, для холодного шатена. Этот оттенок дает уровень глубины тона на 7-6 уровне. Следующий микс – это микс 0,3 Medium Brown и 0,7 Orange в соотношении 95 к 5%. Концентрат 0,7 Orange идет как желто-оранжевый оттенок. Оттенок придает дополнительную теплоту основному цвету без углубления тона. Этот микс подходит для рыжих и теплых блондинок. Далее рассмотрим миксы с оттенком 0,2 Dark Brown. Этот микс 0,2 Dark Brown и 0,1 Black в соотношении 90 к 10%. Для ухладнения и углубления тона оттенка 0,2 Dark Brown этот микс подходит для брюнеток, темных и холодных шатенок. Уровень глубины тона идет на 3-4 уровне. Второй микс – это микс 0,2 Dark Brown и 0,3 Medium Brown в соотношении 70 на 30. Данным миксом мы утепляем оттенок 0,2 Dark Brown и высветляем его, уменьшаем степень затемнения волоса до
4-5 уровня глубины тона. Данный микс подойдет теплым шатенкам, средним шатенкам. Следующий микс — это микс оттенка 02 Dark Brown и 06 Indigo в соотношении 95 к 5%. В этом миксе мы дополнительно ухладняем Dark Brown при помощи концентрата Indigo без углубления тона. Этот микс подойдет для холодных шатенок, темных шатенок, темно-русых девушек. И последний микс, как вы уже могли догадаться, это микс оттенка 02 Dark Brown и 07 Orange в соотношении 95 к 5%. В этом миксе мы дополнительно утепляем 02 Dark Brown без изменения уровня глубины тона. Данный микс подойдет для теплых шатенок. Итак, давайте теперь подытожим плюсы и минусы гель-краски Elan. К плюсам я бы отметила простую и понятную колористику, красивые цвета, гелевая текстура, удобное нанесение, простое в работе, дает сильный отпечаток на коже, есть оттенок без сильного затемнения волоса, то есть для блондинок. Идет в комплекте с ремувером, окислителем, защитным кремом с органовым маслом, аксессуарами для окрашивания. Дает стойкий цвет на волосках и на коже. Можно использовать после осветления и долговременной укладки. Состав с ухаживающими компонентами, без аммиачный краситель. Из минусов гель-краски Elan я бы отметила неудобную упаковку и достаточно высокую стоимость, если покупать комплектом. Быстро окисляется, требует сноровки и быстрой работы. Высокое содержание парафенилендиамина в допустимых пределах, конечно, высокощелочной краситель, что потенциально может спровоцировать аллергию и раздражение кожи. Оттенки вымываются в теплые цвета со временем. Итак, на данном моменте хотелось бы закончить это видео. Надеюсь, оно было полезным и интересным. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Пишите свои комментарии, кто также любит гель-краску Elan. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится тематика моего канала в целом. А сейчас я уже хочу с вами попрощаться. Всем до новых встреч и всем пока-пока.